Слушайте, чада мои, голос мой донесется сквозь века, как шепот. В леса ветвях древнего дуба сегодня я поведаю вам о том, что скрыто под покровом обыденности, о даре и проклятии эмпата, о той боли, которую мир не желает признавать, а часто отвергает с ледяным страхом. Почти каждый из нас несет в душе отметины прошлого. Шрамы душевных бит, тщательно скрываемые за масками социальной пристойности, словно воины, прячущие боевые раны под доспехами. Мы стараемся не показывать слабость миру. Но для эмпата эти шрамы — открытые врата в бездну чужих душ, в коллективное бессознательное, где кипят страсти и таятся древние травмы. Он чувствует настроение комнаты, как запах грозы, боль близких, словно собственную, а скрытую агрессию незнакомцев, как укол ядовитого стрелы. Где же граница между даром богов и саморазрушением? Когда я рассуждаю о ранах, чада мои, речь идет вовсе не о телесных повреждениях, порезах или гематомах. Я говорю о глубоких внутренних разломах, незримых трещинах в душе, возникающих под тяжестью самого существования. Почти каждый из нас несет подобные отметины, хотя большинство успешно маскирует их слоями социальной адаптации, словно надевая броню, чтобы скрыть шрамы битвы за выживание. Но эмпат лишен такой возможности. Он впитывает эмоциональный фон окружения так глубоко, словно это его собственная кровеносная система, подобно тонкому радиоприемнику, настроенному на волну чужих переживаний. Эти душевные травмы сплетаются с самой структурой личности чувствительного человека, становясь одновременно источником мук и уникальным инструментом проницательности. Представьте себе старинный меч, закаленный не только огнем кузнеца, но и кованой болью. Именно таким становится эмпат, прошедший через испытания страданием. Способность тонко чувствовать рождается не в комфорте, а под давлением необходимости. Часто это начинается с детства, когда ребенок вынужден сканировать настроение родителей, словно маленький детектив, пытающийся расшифровать тайный язык взрослого мира. Эта болезненная адаптация со временем превращается в безупречно настроенный радар восприятия. Травма становится учителем бдительности, а шрам тренирует проницательность, делая эмпата внешне хрупким, но внутренне вооруженным. Этот дар — своего рода клинок, выкованный не из холодной стали, а из пережитой скорби, позволяющий рассекать иллюзии и видеть правду там, где другие предпочитают слепоту. Бессознательно работает подобно древнему алхимику, трансмутируя страдания, очищая боль огнем и превращая ее в золото чистого восприятия, как философский камень преобразует свинец в благородный металл. Так и эмпат способен переплавить свою боль в мудрость и сострадание. Однако, чада мои, этот дар без осознанного контроля легко превращается в опасную одержимость, подобно магниту, притягивающему все негативные заряды вокруг, живя сквозь чужие страдания. Есть риск раствориться в океане проекций и потерять собственное «я». Эмпат, не умеющий выстраивать границы, словно губка, неудержимо впитывающая воду из любого источника.
становится уязвимым сосудом. Установление границ — это не отказ от эмпатии, а ее осознанное управление. Как умелый лоцман направляет корабль сквозь шторм, избегая рифов и сохраняя курс на цель. Спасение кроется в искусстве индивидуации, умении отделять свои чувства от чужих переживаний. Это процесс самопознания. Как путешествие к центру себя, где можно найти источник внутренней силы, устойчивости. В моей практике толкования сновидений я часто встречал людей, чьи сны были наполнены не их собственной судьбой, а трагедиями окружающих. Только осознав символизм переживаний и необходимость интеграции, они смогли перековать эмпатию из ноши в источник силы. В этом заключается великий парадокс. То, что раньше делало человека слабым, становится его главным преимуществом. Лишь тот, кто заглядывал в бездну отчаяния, способен безошибочно распознать ее присутствие в другом человеке. Пройденная долина скорби наделяет зрением правицы, позволяя видеть тень в глазах незнакомца. Превращение раны в оружие не подразумевает агрессию, а тонкое искусство видеть правду там, где остальные предпочитают слепоту. Истинная сила эмпата — это не жалость, а зеркальное отражение реальности. Эмпат должен развивать как интуитивное восприятие, так и способность к ясному развлечению, сохраняя чувствительность сердца, но крепко держа в руках меч защиты. Важно научиться владеть даром с мудростью хирурга, не нанося беспорядочные удары, а делая точные надрезы для роста и исцеления другого человека. Этот процесс индивидуация требует смелости встретиться со своей тенью и готовности к одиночеству из-за непонимания окружающих. В конечном счете, эмпат не должен стремиться поглощать чужую боль, а помочь другим взглянуть в лицо своим демонам. Его задача — вернуть им ответственность за собственные переживания. Словно опытный врач возвращает пациенту контроль над его здоровьем, и тогда рана перестанет быть тяжким грузом и станет вашим призванием, уникальным даром и главным оружием духа, освещающим путь к истине. Помните, самая глубокая эмпатия начинается не с сочувствия, а с осознания собственной уязвимости, ведь именно в трещинах нашей души проникает свет понимания.